Приготовить плавленый сыр в домашних условиях проще простого. Это займет каких-то 10-15 минут, будет натуральнее, чем промышленные экземпляры, и вариантов десятки. Вы на канале Жизнь вкусная, и меня зовут Галина Артеменко. Сыровары готовят плавленый сыр при помощи специальной плависоли из разнообразных сырных остатков. Это какие-то маленькие кусочки, которые уже ни туда, ни сюда. Промышленный плавленый сыр – это вообще загадочный продукт, а в домашних условиях все можно приготовить из доступных, понятных, простых ингредиентов. Основа этого рецепта – творог. Лучше, конечно же, использовать домашний творог. Продукт получается сытный и натуральный. Я готовлю плавленый сыр в домашних условиях довольно давно, и он не всегда получается. Как правило, с домашним творогом проблем не возникает, все плавится замечательно. А вот с промышленными вариантами это настоящая лотерея. Иногда творог вместо того, чтобы плавиться, становится каким-то рыхлым, свернутым, и, соответственно, потом намазать такой вот сыр себе на хлеб или на хлебец у вас не получится. Список всех ингредиентов, как обычно, будет в описании к этому видео. Отправляю творог в миску, к нему всыпаю соль, соду, добавляю в смесь яйцо, растапливаю сливочное масло в микроволновке и также вливаю его в основную массу. Теперь я все быстро перемешиваю до однородности. Вооружаюсь погружным блендером и пробиваю массу до максимальной однородности, до пастообразности. Так творог будет плавиться быстрее, и мы быстрее приготовим плавленый сыр. Готовить плавленый сыр я буду при помощи мультиварки. Для меня это самый удобный способ, мне он очень нравится, потому что есть максимальный контроль температуры. Также этот сыр можно приготовить на водяной бане или же при помощи микроволновки. В микроволновке это максимально быстрый вариант, но при этом нужно постоянно следить за массой, прогревать ее пульсами и перемешивать, для того, чтобы творог плавился равномерно. Я использую ручной режим мультиварки и выставляю температуру не выше 90 градусов. В стандартных мультиварках можно использовать какой-то режим наподобие молочной каши. Отправляю в чашу мультиварки творожную массу и жду, пока она будет плавиться. Время от времени я ее помешиваю, чтобы этот процесс шел равномерно и для того, чтобы масса не приставала к стенкам и к дну чаши. Процесс идет довольно быстро, уже через какое-то время видно, как масса разжижилась. Не стоит ориентироваться на какую-то длительность в минутах, стоит ориентироваться на то, как выглядит плавленый сыр. Когда уже вы увидите, что масса однородная, что в ней нет больше творожных комочков, плавленый сыр готов. Добавки. Их может быть огромное количество. При помощи добавок вы каждый раз будете получать новый вкус плавленного сыра. Сегодня я решила разделить свою основу и сделаю 3 варианта. В один добавлю смесь перцев, во второй пудру из белых сушеных грибов и в третий кусочки острого сыра с синей плесенью. Можно добавлять в такой вот сыр любые сушеные травы, специи и пряности, кусочки ветчины, жареный лук, жареные грибы с луком или просто жареные грибы. Также отлично подойдут для добавки вяленые помидоры, измельченные маслины или оливки, и вариантов может быть множество. Если вы уже готовили такой сыр с добавками, напишите в комментариях, какие вам больше всего нравятся. Делю получившийся плавленый сыр на 3 части и в каждую буду добавлять отдельно свои добавки. В одну я вот так вот крошу руками плесневый сыр. Под действием остаточной температуры плавленного сыра он еще немножечко поддастся, и массы лучше соединятся между собой. Во вторую миску с сыром я просто добавляю смесь перцев. Грибы измельчаю в измельчителе до состояния пудры. Можно это сделать при помощи кофемолки. Важно получить однородную порошкообразную массу. На измельчитель от моего комбайна у меня есть обзор, ссылку на него я оставлю в описании. Ароматную грибную пудру я всыпаю в третью миску с плавленным сыром. Теперь все 3 вида сыра я перемешиваю для того, чтобы добавки хорошенько распределились по нему. Переливаю сыр вот в такие вот керамические мисочки, в которых я и буду его хранить и подавать. Для того, чтобы на поверхности сыра во время остывания не образовывалась корочка, накройте каждую мисочку сыра при помощи пищевой пленки в контакт, то есть таким образом, чтобы пленка касалась верхушки сыра. После того, как сыр остынет и вы эту пленку снимете, сыр будет максимально гладким, без каких-либо заветренных корочек.
Друзья, пускай вам будет вкусно, пускай творог для этого рецепта всегда расплавляется так, как должен и не расстраивает вас. Если видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на меня в других социальных сетях, если вы ими пользуетесь. Все ссылки есть в описании к этому видео. Меня зовут Галина Артеменко, и вы на канале «Жизнь вкусная».